Сектантство всегда вызывало страх и непонимание у большинства людей, но тем не менее сект не становилось меньше. А что еще хуже, некоторые из них можно приравнять даже к террористическим организациям, которые за раз могли чуть ли не убить более 6000 человек. В этом видео я расскажу о самых ужасающих сектах, которые шокировали своими экстремальными ритуалами, поклонением дьяволу и жертвоприношениями. Некоторые из этих самых пугающих и странных сект существуют до сих пор. Рекомендую не включать это видео ночью. Поехали! Одной из самых печально известных сект в мировой истории является Храм народов под руководством Джима Джонса, созданный в 1995 году в Индианаполисе, США. Этот культ изначально предлагал социальную справедливость и утопическое общество, прямо как наши политики. Однако со временем Джонс начал демонстрировать паранойю и авторитаризм, что еще больше похоже на наших политиков, не правда ли? Но дальше началась жесть. В 1977 году Джонс перевез своих последователей в Гаяну, страну на побережье Южной Америки, омываемую водами Атлантического океана. И чем, вы думаете, они решили заняться на берегу красивейшего океана? Попивать коктейльчики и наслаждаться природой? Нет, там они основали ужасное поселение Джонстаун. В этом селе члены секты регулярно участвовали в революционных самоубийствах, так называли ритуалы, где они практиковали пить отраву по приказу Джонса. Хотя яд чаще всего заменяли на безвредные вещества, эти практики лишь укрепляли контроль Джонса над членами секты. Он использовал психологическое и физическое насилие, чтобы держать своих последователей в страхе и подчинении. Джонс устраивал ночные марши, обыски и публичные наказания. Но самое страшное случилось дальше. В 1978 году, после полицейского расследования об условиях жизни в Джонстауне, Джонс приказал своим последователям совершить массовое самоубийство, выпив цианид. В результате погибло более 900 человек, включая множество женщин и детей. Это стало одним из самых массовых самоубийств в современной истории. Сам лидер также выпил яд, то ли из-за страха наказания, то ли из-за напрочь съехавшей крыши. Но переместимся из 1978 года в наше время, ведь дальше речь зайдет о секте «Новое небо и новая земля». Она была основана в Южной Корее неким Ли Ман Хи в 1984 году. Как неудивительно, сам Ли Ман Хи утверждает, что является обетованным пастором, который приведет своих последователей к спасению. Ну а куда же еще? Удивительно, что за 40 лет своего существования эта секта все еще активно действует и привлекает новых последователей, несмотря на множество обвинений и расследований в ее отношении. «Новое небо и новая земля» привлекла внимание СМИ и полиции из-за многочисленных обвинений в финансовых махинациях, манипуляциях и жестоком обращении с членами. Буквально в 2020 году секта была обвинена в сокрытии информации о вспышке COVID-19 среди своих последователей, что привело к массовому заражению. Говорят, что именно его паства распространило новый коронавирус в Южной Корее. Члены этой секты регулярно участвуют в массовых молитвенных собраниях, где они должны выражать свою полную преданность Ли Ман Хи. Эти собрания часто сопровождаются гипнотическими практиками и публичными исповедями, где члены вынуждены раскрывать свои самые сокровенные тайны. Ли Ман Хи утверждает, что через эти обряды он может получить духовную энергию, необходимую для спасения мира. 88-летний Ли Ман Хи называет себя библейским мессией. Он утверждает, что судный день наступит при его жизни, и тогда 144 тысячи его последователей поднимутся вместе с ним на небеса. Ни один Ли Ман Хи ждет апокалипсиса. Орден Солнечного Храма был основан в 1984 году Жозефом Ди Мамбро и Люком Журе. Эти два друга пропагандировали апокалиптические и оккультные верования, утверждая, что конец света близок. Ну и, видимо, так как последний никак не наступал, они решили устраивать ритуальные убийства и самоубийства. С 1994 в разных странах стали обнаруживать множество тел последователей Ордена Солнечного Храма, погибших в результате ритуальных убийств и самоубийств. В 1994 году в Швейцарии и Канаде было найдено более 50 тел, а в 1995 году еще 16 тел в Ванкувере. Члены секты верили, что через ритуальные жертвоприношения и самоубийства они смогут вознестись на высший план существования. Ну типа, мы как мученики попадем в рай, а все остальные просто сдохнут. Одним из самых жутких обрядов этой секты был ритуал огненного круга, в
котором участники собирались вокруг костра и вели хоровое пение перед коллективным самоубийством или убийством соплеменников. Ветвь Давидова, более известная как секта Давида Кореша, привлекла внимание также в начале 90-х годов. Кореш, чье настоящее имя было Вернон Хауэлл, провозгласил себя пророком и взял под контроль ранчо Маунт-Кармел в Техасе. Но это было в конце, а так Кореш убеждал своих последователей, что он агнец Божий и имеет право на многоженство, включая брак с несовершеннолетними девушками и откровенное изнасилование. Типичный агнец Божий, правда? Члены секты подвергались строгому режиму, включая ограничение общения с внешним миром и постоянные военные учения для подготовки к некой последней битве, которая, в общем, и случилась на ранчо Маунт-Кармел. В 1993 году ранчо было осаждено ФБР после сообщений о нелегальном хранении оружия и сексуальных злоупотреблениях. И вы не поверите, но и первого, то есть оружия, и второго, то есть извращенных оргий, там было невообразимое количество. Только представьте, осада продолжалась 51 день и завершилась трагически. Ранчо загорелось, и там заживо сгорели 76 человек, включая Кореша. Конечно же, не упомянуть, как мне кажется, и одну из самых жутких из существовавших сект Аум Синрикё в этой подборке просто нельзя. Японская секта, основанная Сёко Асахарой в 1984 году, сочетала буддизм, индуизм и апокалиптические идеи. Ну, а куда же без них? Асахара утверждал, что он воплощение различных богов и пророков, только, как говорится, не летал. При этом этот псих заставлял членов Аум Синрикё делать поистине ужасающие вещи, например, обливаться кипятком или голодать неделями. Несмотря на это, члены секты верили, что такие страдания помогут очистить их души и подготовить к апокалипсису. Асахара также использовал гипноз и наркотики для контроля над своими последователями. Ну и почему же я назвал Аум Синрикё самой жуткой из остальных сект? В 1995 году ее члены совершили атаку зарином, мощный нервно-паралитический яд в токийском метро. Зайдя в час пик в общественный транспорт, члены секты распылили зарин, тем самым убив 13 человек и ранив более 6 тысяч. Многие из пострадавших продолжали страдать от последствий отравления на протяжении многих лет после инцидента. Зачем они это сделали? Аум Синрикё верила в необходимость ускорить апокалипсис и совершить очищение общества. Асахара и другие лидеры секты были арестованы и приговорены к смертной казни. Что ж, уйдем от столь шокирующих тем к чему-то милому и спокойному. Например, к семье любви. Не может же такое чудесное название группы людей скрывать под собой чего-то ужасного, или может? Секта «Семья любви», также известная как «Дети Бога», была основана Дэвидом Бергом в 1968 году. Ее члены пропагандируют свободную любовь и сексуальные отношения между членами. И вроде как все хорошо, мир, любовь, цветочки. Но есть одно «но». Их свободная любовь включает множество несовершеннолетних и детей. На пике своего влияния в конце 70-х и начале 80-х годов секта «Семья любви» насчитывала тысячи членов. Она была активна в различных странах и завлекала людей своими необычными учениями о любви, сексуальности и духовности. Семья любви неоднократно привлекала внимание СМИ и правоохранительных органов из-за многочисленных обвинений в сексуальном насилии, эксплуатации и злоупотреблениях. Бывшие члены секты рассказывали о принудительных сексуальных ритуалах и насилии. Одним из самых зловещих обрядов была флёрти-фишинг, где члены секты, включая несовершеннолетних, использовались для сексуальных услуг в качестве метода привлечения новых последователей и сбора средств. Вот так вот. Иди, продай себя тому дяденьке ради нашей великой идеи. И что самое печальное, дети, рожденные в секте, подвергались жестокому обращению и насилию, что привело к травмам и психологическим проблемам у многих из них. Кстати, семья любви существует и поныне. И хоть она растеряла множество членов, но тем не менее дело ее живет, и организация развивается. Куда только полиция смотрит. А слышали ли вы что-либо о черном нашем Иисусе Христе? Нет, тогда послушайте эту темную и жуткую историю. Черный Иисус, папуасский пророк-каннибал, в начале 2000-х годов основал секту в горах Папуа, Новой Гвинеи, где провозгласил себя Иисусом во плоти и собрал вокруг себя армию последователей, чья вера была пропитана жестокостью и фанатизмом. Стивен Тари, его настоящее имя, родился на Манусе и начал свою миссию после обучения в духовной академии. Так сказать, понял, как намайнить влияние среди хомяков. Стивен решил мастерски смешать христианство и местные верования и втюхивать
вбухивать их всем вокруг. И это сработало. Он стал обретать последователей и даже создал свой почти что замок. Его культистская крепость Матепи стала центром мини-империи, где царили насилие, изнасилование и каннибализм. Тари собрал армию из верующих, считавших его богом, и утверждал, что обладает сверхъестественными способностями. Его последователи, вооруженные мачете и ружьями, захватывали соседние деревни, убивали местных жителей и похищали девушек для гарема пророка. И это всего каких-то 20 лет назад. Похищенные женщины и девочки подвергались физическому и психологическому насилию от самого Тари и его апостолов. В пик популярности в культе Черного Иисуса числилось до 6000 человек. Но и его история закончилась. В 2013 году местные жители, возмущенные диктатурой Тари и его последователей, организовали вооруженное восстание против культа. Они захватили крепость Матепи, где нашли живых и мертвых, включая жертвы изнасилований и каннибализма. Сам Тари был схвачен и убит местными жителями в 2013 году, покончив с его тиранией и жестокостями. Местные так ненавидели Тари, что когда поймали его, то изрезали ножами, кастрировали и выпустили кишки. Нашедшим тело судмедэкспертам достался истерзанный труп, опознать в котором Стивена Тари помогла только генетическая экспертиза. Черный Христос уже был, поэтому настало время Христа в женском обличии. Да, и такое в сектах практикуется. Общество Белого Братства, основанное в Украине Марией Цвигун и кандидатом технических наук Юрием Кривоноговым в 1989 году, проповедовало скорый конец света и приход великого учителя Марии Деви Христос. Как вы понимаете, Марией Деве Христос стала сама Мария Цвигун. Даже больше, она себя провозгласила одновременно и живым воплощением Христа, его же матерью Девой Марией и его же невестой. Ну, чтоб наверняка. Учение Цвигун утверждает, что Бог есть мать, и представляет собой намешанного из всего подряд. Щепотка христианства, немного иудаизма, приправленного кришнаизмом, с добавлением буддизма и даже учения New Age. И все б ничего, пусть развлекаются фанатики и дай им Бог здоровья. Но Цвигун и Кривоногов использовали гипноз и психологическое давление, чтобы контролировать своих последователей. Члены секты участвовали в ритуалах, включавших публичные исповеди и самоистязания, чтобы очиститься перед концом света. И если человеку удавалось уйти из этой секты, ему или ей приходилось тратить около 2 лет, чтобы избавиться от их психологического воздействия. Также осенью 1993 года в Киеве произошло заметное событие, связанное с сектой Белое Братство. По сообщениям, местная полиция остановила массовую попытку самоубийства, в ходе которой было задержано 666 человек, число, ассоциируемое с символикой дьявола. Предполагалось, что лидеры секты, включая Марину Цвигун, предпринимали попытки убедить сторонников совершить групповое самоубийство, считая это необходимым для уничтожения дьявола. Впоследствии, в 1994 году в Одессе был зафиксирован случай убийства 26-летним членом секты старушки-соседки, который объяснил свой поступок тем, что в нее якобы вселился дьявол. После ареста было выявлено, что в планах секты были и другие убийства. Правда, дьявола так официально и не убили. В 1996 году Цвигун была осуждена на 4 года колонии общего режима, формальный глава секты Иоанн Петр II на 5 лет. Тем не менее, в 2013 году появились сведения, что Цвигун восстановила Белое Братство и начала вербовать новых членов. В 2020 году на YouTube началось распространение проповедей Белого Братства. Истории этих ужасающих сект показывают, как опасно может быть участие в таких организациях. Экстремальные верования, жертвоприношения и психологическое давление могут привести к трагическим последствиям. Важно помнить, что секты могут быть очень привлекательными для уязвимых людей, но последствия вступления в такие группы могут быть разрушительными для жизни и здоровья. Будьте осторожны и всегда сохраняйте критическое мышление, чтобы не попасть в ловушку таких организаций. Друзья, у вас есть возможность попасть в нашу команду. Если вы владеете навыками видеомонтажа, может озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего Telegram-бота, ссылка в описании.